Это был край пустыни в Синьцзяне. Та часть, где пески, казалось, могли прожить вечность, пока однажды не пришел дождь и не нарушил ее вечное равновесие. Днем здесь плавил зной, а по ночам ветер набегал, сжимая пустыню в темные складки. Но на этот раз осадки растянулись на часы, и пески стали другой материей. Тонкая корка влаги затянула поверхность, а в низинах образовались бесчисленные лужи и болота. Там, где обычно была сухая тропа, теперь плескалась вода, а марево от отраженного неба делало ландшафт нереальным, как иллюзия. Вдали, почти на горизонте, мужчины на дюнах заметили фигуру, неуместную в этом сытом влажном мире, тяжелый силуэт быка, застрявшего в вязкой луже. Он стоял погруженный до груди и отчаянно пытался выбраться, но чем больше он боролся, тем глубже погружалось его тело. Было видно, что он пробовал бежать, прежде чем встретил свою пленительную ловушку. На его боках виднелись следы борьбы, мышцы изжеванные, а глаза отражали не только усталость, но и растерянную надежду. Кто-то подсчитал. Возможно, он уже провел в грязи много часов, может быть, целую ночь. Его тело было худым, ребра выступали из-под истонченной кожи, жертва голода и тяжелых условий. Мужчина, который заметил быка с вершины песчаной дюны, остановился и присел, чтобы лучше разглядеть ситуацию. Он был не местный пастух. Его одежда, машина, которую он оставил у края дороги, говорили о том, что он ехал через пустыню по своим делам и наткнулся на чужую трагедию. Но сердцу трудно противиться призыву помочь. Мужчина почувствовал, как в нем просыпается нечто первозданное. Желание вытащить чужую беду из вязкой пропасти. Он спустился с дюны и сделал несколько шагов, медленно сокращая расстояние, чтобы не потревожить животное слишком резкими движениями. Бык поднял голову и посмотрел на спасителя. В его взгляде не было звериной ярости, только жалость и молчаливая просьба о помощи. Это был взгляд, который говорил о долгом ожидании и о том, что надежда на спасение была едва заметной, как тонкая нитка. Мужчина понял, что предложить еду, первая и инстинктивная попытка помочь, не будет иметь силы сдвинуть ситуацию. Животное было голодное и слабое, но сейчас его состояние требовало не корма, а освобождения. Он жаждал спасения больше, чем пищи. Любой укус или глоток не решал главной проблемы. Он был прикован к вязкой смеси воды и ила. Понимая это, мужчина вернулся к своей машине за инструментами. Он знал, что земля здесь непростая. Тонкая корка и влагоемкий ил скрывают под собой настоящие ловушки. Когда он поднял несколько досок и вернулся к быку, то увидел, как тот пытается сделать еще один отчаянный рывок. Мужчина положил 2 деревянные доски на мягкий песок, распрямив их в направлении быка, чтобы создать временную платформу, по которой можно было бы наступить и не провалиться. Он успешно проверил опору. Доски не проваливались сразу, и это вселило в него некоторую надежду. План спасения начал обретать форму. Первым шагом было убрать воду вокруг быка, чтобы уменьшить давление и сделать почву плотнее. Мужчина стал лопатой вычерпывать воду из ближайшей лужи, стараясь направлять поток вдоль досок, чтобы вода уходила в сторону. Большая часть воды растеклась, но осталась густая грязь, липкая и коварная. Чем больше он вычерпывал, тем больше казалось, что земля под ногами ведет себя как жидкость. Она текла обратно, заполняя выточенные углубления. Мужчина понял, что в одиночку справиться с этим будет невозможно. Масса и сила быка, тонущего в иле, требовали командной работы и силы нескольких рук. Он вернулся к машине и позвал нескольких друзей, которые работали неподалеку, и они поспешили на помощь. Вместе они пробовали разные способы. Сначала попытались освободить ноги быка вручную, аккуратно копая вокруг, затем привязали трос к его шею
и попытались вытащить его с помощью лебедки автомобиля. Но машина не могла подойти слишком близко. Земля тут же захватывала колеса, и любая попытка резко ускориться грозила оборвать трос или перевернуть транспорт. Смесь воды и грязи крепко держала животное на месте, и каждый рывок только усугублял ситуацию. Ноги дальше погружались в липкую массу, а нагрузка на суставы угрожала травмой. Группа стала действовать осторожно. Никто не хотел причинить быку боль или сломать ему ноги. Они знали, что слишком резкое усилие могло переломать кости, ведь суставы уже были напряжены и ослаблены от прежних попыток выбраться. Поэтому они решили изменить тактику. Вместо грубого рывка – постепенное устройство опоры и изменение состава земли вокруг животного. Они начали насыпать сухую землю по краям лужи в надежде сделать поверхность более плотной, а также доставили доски, ветки и мешки, чтобы создать временные мостки. Но в пустыне сухой грунт был далеко. Ближайшее твердое покрытие находилось в нескольких километрах, и переносить землю приходилось вручную, мешок за мешком. Ночь надвигалась, и вместе с ней появились комары. Темное облако насекомых, не дающее покоя. Они облепляли кожу, звенели у ушей и делали работу еще более изнурительной. Земля была слишком мягкой даже для машин, и каждая попытка подъехать только увеличивала число застрявших автомобилей. Несколько раз приходилось вытаскивать машины при помощи тросов, пока те, кто носил землю, не возвращались снова и снова. Люди работали по очереди, поддерживая друг друга, подбадривая стоном, шуткой или просто молча менялись местами на участке работы. Этот коллективный труд был искренним. Никто не думал о награде, только о том, чтобы спасти живое существо. К этому моменту полицейская машина уже двигалась по вспаханному пути и вскоре появилась на краю поля. Полиция, услышав о происшествии, прибыла не ради официальных формальностей, а чтобы помочь руками и инструментом. Они немедленно сняли обувь и закатали штаны, чтобы не испачкать форму, и присоединились к копанию. Их дисциплина и слаженность внесли порядок в работу. Один фиксировал трос, другой координировал доставку земли, третий контролировал, чтобы ни один шаг не был неосторожным. Вместе с полицией люди продолжали носить землю и складывать ее вокруг быка, формируя коридор более плотной почвы, по которой можно было бы подтянуть животное. Весь вечер и часть ночи все трудились как одно целое. Комары становились все настырнее, и усталость росла, но решимость не угасала. Сам владелец быка появился в конце концов. Взъерошенный, в испачканной одежде, он искал своего животного уже давно. Это была не просто фермерская собственность для него. Это был член его хозяйства, часть всего пути его жизни, и он пришел как мужчина, потерявший нечто важное. В его глазах была благодарность и угрызение совести. Если бы он заметил раньше, возможно, всего этого можно было бы избежать. Теперь же он присоединился к спасателям и с усилием тащил мешки с землей, как и все остальные. Часы шли, небо темнело, и в воздухе стоял запах грязи и пота. Кое-где уже было слышно, как городские фары подчеркивали силуэты людей, старающихся не допустить трагедии. К 21 часу 300 часов, казалось, переломились. Работа начала приносить свои плоды. Земля вокруг быка постепенно становилась плотнее. Мешками засыпались слабые участки. Доски укладывались как настилы, а тросы надежно зафиксированы. Наконец настал момент, когда один смелый, но осторожный рывок мог освободить заднюю ногу. Все затаили дыхание. Сначала команда аккуратно проверила, насколько свободна каждая конечность. Они нашли точки опоры, поставили дополнительные доски и сделали последний рывок совместными усилиями. Трос натянулся, машина начала медленно тянуть,
а люди по бокам помогали толкать и направлять тело животного. Было слышно хруст, не сломанных костей, а скорее треск застывшей корки грязи, и потом волна воды, вырвавшаяся наружу при освобождении конечности. Бык издергал голову и издал длинный протяжный звук, похожий на вздох облегчения. Люди кричали от радости, некоторые просто плакали. Уже через несколько минут вторую ногу удалось освободить, и тогда стало ясно: конечная цель близка. Китайская полиция, дисциплинированная, как всегда, действовала четко и без суеты. Они никогда не требовали от людей плату за помощь и не искали славы. Их участие было искренним актом гражданской обязанности. Люди, которые помогали, чувствовали это и поэтому еще сильнее вкладывали силы в работу. Когда быка, наконец, вытащили из ловушки, он с трудом встал на свои ноги, немного пошатнулся, но уже мог опереться хотя бы на одну сторону. Владелец бросился к нему, обнял тушу, положил лоб о лоб и тихо благодарил, с трудом сдерживая слезы. Прошло более 10 часов с момента, когда первая фигура была замечена на дюне. Все были измяты и перепачканы, но внутри каждого жило ощущение выполненного долга. Люди молча повернулись к своим машинам и домам, но сначала хозяин быка искренне поблагодарил каждого. Тех, кто носил землю мешок за мешком, тех, кто копал, полицейских, тех, кто держал животное и успокаивал его голосом. Он обещал, что позаботится о быке и отдаст должное тем, кто пришел на помощь. Эти слова искренне тронули всех, потому что каждой грязной рукой и каждым уставшим шагом была сохранена чья-то жизнь. Когда все разошлись по домам, дороги пустовали, и только следы ног и колес напоминали о произошедшем. Ветер подхватил сухую пыль, и в ней затихли последние запахи. Богатство труда, смрад и победа в одной хрупкой смеси. Бык стоял у края поля, еще дрожа и хромая, но уже в безопасности. Он сделал несколько шагов к склону, где хозяин поставил ему немного сена и воды. Луна над Синьцзяном мила, и в ее свете мир казался успокоившимся. Люди, замазанные грязью до колен, возвращались домой, чувствуя усталость и удовлетворение. В этом уголке пустыни, где жизнь часто бывает беспощадной, люди все еще способны объединиться ради спасения. Эта ночь осталась в памяти каждого участника как пример того, как маленькое сообщество может противопоставить страху и отчаянию силу солидарности. История о быке, утонувшем в плену и спасенном руками множества чужих людей, разошлась по деревне и окрестным селам. Она напоминала о том, что даже в самых суровых условиях человек остается человеком, и что сострадание не знает границ между чужим и своим. Впереди были завтраки и стертые ботинки, легкие боли в мышцах и, без сомнения, разговоры у камина о том, как важно не проходить мимо. Но для быка и для тех, кто помог ему, эта ночь была больше, чем просто спасение. Это была маленькая, но значимая победа жизни над равнодушием.